Здрасте, Михаил. Для зрителей я напоминаю, обязательно подписывайтесь на YouTube-канал Константина Танча, на мой YouTube-канал. Вы также можете оказывать финансовую поддержку каналам. И, конечно, ставьте лайки, комментируйте. Это продвигает наше интервью. Ну что ж, Константин Танч, повестка дня сегодня достаточно обширная. И начнем мы с вами с интервью Евгения Пригожина, которое он дал вчера, и в котором, скажем так, сделал несколько очень важных, на мой взгляд, заявлений. Но первое о потерях. 10 тысяч убитых – это те потери, которые вчера задекларировал Пригожин под Бахмутом. Как вы относитесь к этой цифре? Ну, на самом деле, может быть, больше. Это же частная военная компания, которая использует уголовников. Мгм. Уголовники, которые умеют убивать, но не тем способом, который требуется для солдат. Вот они грабить умеют, а в участие в военных действиях они профессионально принимать участие не могут. Очень может быть, что и больше потери, тем более, что я слышал в каких-то других высказываниях Пригожин говорил о 20 тысячах, ну и больше. Вот. И это не расходная армия, хотя ядро армии, которое выполняет роль всего заградотрядов, выполняет то, чем руководит Уткин, главный командующий этой ЧВК Вагнера, это профессионалы спецслужб, очень хорошо экипированные, вот, но выполняющие такую грязную работу заградотрядов для уголовников. Константин Иванович, вот первое программное интервью Евгения Пригожина. Ну вот, недаром говорят, как корабль назови, так он и поплывет. Вот в целом, как вы оцените это интервью? Евгений Пригожин борется за позиции М. около трона, около Путина. Он действительно был уголовником, там, 9 лет отсидел, после этого с отцом, с приемным отцом, они создали бизнес. Путин любит всех петербуржцев. Видимо, в одном из ресторанов Пригожина они познакомились. Вот. Но он человек, который согласился выполнять задания Путина. Сначала это была фабрика троллей, какие-то мелкие пакости он делал журналистам. Вот, а потом, заслужив доверие Путина, получил бюджет на создание частной военной компании, готовой действовать вне рамок даже российского закона, в общем, такого гутоперчивого сегодня образования, который может меняться в любом направлении. Но он уголовник, человек, который просидел 9 лет в тюрьме, перед этим 2 года условно он получил, чем просидел самое продуктивное время для мужчины с 18 до 27 лет. Вот. Ну, человек очень сложной судьбы, очень закомплексованный. Я тут даже с некоторыми психоаналитиками, экспертами мы обсуждали возможность такого психоаналитического этюда создания. Евгений Пригожин, он человек, который обвешан комплексами, как, знаете, елка фонариками, весь в комплексах и демонстрирует это. Ну, тяжелый человек, психически неуравновешенный и постоянно самоутверждающийся, видимо, очень слабый, видимо, очень зависимый, вот, но постоянно самоутверждающийся.
Я думаю, что даже в этой самой структуре ЧВК Вагнера у него не определяющая роль. Там Уткин такой, весь в татуировках со свастиками, он главная фигура, вот идеолог вот этой частной военной компании. Пригожин выполняет роль такого пресс-секретаря, пиарщика, пиарит свою эту ЧВК Вагнера, а, создает такие конфликтные ситуации с министром обороны Шойгу. Ему, видимо, разрешено это делать, потому что когда он попытался какие-то довольно резкие слова высказать по поводу Медведева, Дмитрия, вот ему, по всей видимости, указали, и он больше не пытался это делать. Вот. Ну, интересный с точки зрения психического нездоровья человек, понимаете? Но он расходный материал, понимаете? Долго он свои фокусы проводить не сможет. Через некоторое время а, Путин очень любит стравливать людей из своего окружения, и он его несколько выдвигает вперед. Вот он поздравил ЧВК Вагнера в Бахмуте и во вторую очередь Министерство обороны, но он явно провоцирует свое окружение на действия против Пригожина. Вот, ну, система сдержек и противовесов – это основной инструмент Путина – подставлять людей своего окружения, заставлять их драться, убивать друг друга, ну, в переносном смысле, хотя иногда и в прямом смысле. Константин Иванович, в этом интервью Пригожин, он подвергает сомнению мотивы, по которым Россия совершила акт агрессии против Украины, говоря о том, что вопреки планам России, Украина, наоборот, милитаризовалась. Более того, Украина фактически сейчас имеет армию намного сильнее российской. И вообще, говорит Пригожин, деревня, как он сказал, в блуднике, и здесь необходимо помогать этой деревне. То есть российская деревня, которую втравили в блудняк. Начина втравил Путин в этот блудняк. Вот эта трезвая оценка происходящего, где, ну, по сути, агрессор называется агрессором. То есть Россия Пригожиным фактически называется агрессором. А насколько вообще подобная риторика, она опасна для, ну, в общем, пропаганды российской в этой войне? Неужели то, что говорит Пригожин, совершенно никак не доходит до самих россиян? Я думаю, Михаил, это общее место, это информация известная, давно известная, понятная гражданам России. Ее не особенно и скроешь. Вот это банальная информация, известная. Он пытается быть, знаете, еще немножечко популистом. Пригожин, он делает, ну, некоторые даже в некотором смысле политические заявления. Вот таким способом, говоря, как бы обращаясь вроде бы через голову президента к народу, к обществу, и тем самым заявляя о своих политических амбициях, позициях. Вот. А это рискованное дело. Все, кто пытался быть преемниками Путина, быстро отстранялись от власти, отодвигались от Путина, от Кремля. Вот. Но, понимаете, Пригожин – это такое очень временное явление. Это действительно расходный материал, который Путин без всякого сожаления выбросит, когда в нем отпадет необходимость. Вот. И мне кажется, Пригожин это понимает и пытается изо всех сил вот в условиях, когда он еще нужен, еще влиятелен, еще имеет какое-то значение, успеть ну, завоевать, сохранить какие-то позиции. Вот. Заявить о политических позициях
очень опасные действия в окружении Путина. Все, кто пытались а, делать политические заявления, особенно такие резкие, там, как Пригожин, а, там, о дедушке, который плохо разбирая, понимает, что там происходит, ну, это попытка конкурировать с самим Путиным. Это говорит о том, что Пригожину немного времени осталось существовать в ближнем окружении Путина. Алексей Натальевич, на ваш взгляд, какая сейчас как бы краткосрочная стратегия Евгения Пригожина? Чего он добивается? Он добивается а, инкорпорации своих людей во властную структуру России, он добивается официальной позиции для себя. Вот где тот спасательный круг, либо спасательный участок, куда может сейчас переместиться Пригожин, чтобы не быть под боем? Ведь вы сами говорите, что он потенциально под боем. Куда ему сейчас необходимо, на наш взгляд, переместиться, чтобы не стать, условно говоря, одним из тех ну, донбасских боевиков, которые были ликвидированы после 2014 года? Да, вот куда ему спрятаться? Ну, я бы не особенно заботился о его судьбе. Его судьба незавидна, он не может занять, по многим причинам, занять какое-то достойное, долговременное место в окружении Путина. Это он пытается закрепиться, пытается артикулировать, так сказать, свои достижения, свои победы, вот создать, в общем, и сам даже пытается создать некоторую конфликтную ситуацию. Знаете, он же ведь наверняка с гордостью сейчас говорит там кому-то из своих знакомых, что у меня во врагах сам министр обороны Сергей Кожугетович Шойгу. Вот я какой великий. Но он не становится великим от того, что он обличает Шойгу. Вы знаете, были многие журналисты, которые в свое время обличали Павла Грачева в коррупции. У них были политические амбиции тоже. Вот. Но на конфликте, на противостоянии, на скандале, ну, сделать карьеру, даже журналистскую, я уж не говорю о политической карьере, невозможно. У него нет перспектив никаких. У Пригожина через некоторое время мы с вами с трудом будем вспоминать, кто такой Пригожин, чем он известен, почему мы вдруг о нем вспомнили. Расходный материал. Срок годности этого расходного материала подходит к концу. Вот ЧВК Вагнера очень хорошая, ну, с точки зрения Путина, Кремля, идея, вот, но она выработана. Она была важна, когда Путин пытался соблюдать российские законы. По российским законам то, что делает частная военная компания, наемники, совершенно недопустимо для российской армии. Это преступление по действующим законам. Вот, частной военной компании наемникам вроде бы это не то, что разрешено, но в соответствии со сложившимся положением ее как бы нету, этой частной военной компании. Все военные компании, их уже больше 40, частные военные компании, созданные на территории России, их как бы нету. Понимаете, это какие-то такие охранные структуры, которые действуют совершенно вовне закона, вот, но их никто не привлекает к ответственности, потому что их нету. Вот. Странное образование, видимо, произойдет некоторое изменение в оценке вот этой идеи частных военных компаний. Константин Иванович, вот вы знаете, я вас слушаю, и я бы с вами согласился, если бы, например, речь шла о Василии Якименко, который возник как лидер движения «Идущие вместе наши», потом благополучно исчез. Вообще сейчас непонятно, где он находится, только Он изредка, за границей, по-моему, во Франции. изредка мелькает Кристина Потупщик, которая вроде пытается найти свое место
в российской элите как политконсультант. Но Евгений Пригожин, человек, у которого есть, ну, скажем так, боевые, реально боевые части, вооруженный, человек, который, ну, прошел такую школу, это не чистоплюй Якименко, человек, который имеет вооруженных людей за собой. Неужели он просто так может взять и исчезнуть? Он не ключевая фигура в этой концепции частной военной компании. За ним стоят спецслужбы. Он не на пустом месте возник. Большинство его оперативников, так сказать, действующих военных, специалистов спецслужб, в отличие от него самого, кстати говоря, они имеют отношение к ГРУ или имели раньше отношение к военной разведке. Вот это очень специфические люди, и этот Уткин тоже из той же категории. Пригожин выполнял роль бухгалтера, что ли, там, распределителя этих бюджетов, получателя бюджетов и человека, ответственного за эти бюджеты. Это, кстати говоря, может быть, одна из причин будет его отстранения, неправильное с точки зрения Кремля или Путина использование бюджетов. Вот. Он не ключевая фигура. Ценность самого Пригожина очень невысока. Уголовник, который 9 лет провел в местах заключения, без образования, без идей, без какой-то концепции, просто исполнитель воли там, Путина или спецслужб, которые стоят за спиной Пригожина. Вот недорогой ресурс. Ресурс, которым легко пожертвовать, и, по всей видимости, скоро это произойдет. Ну, все идет к тому. Вы говорите, человек без образования, недорогой ресурс, но далеко ходить не нужно. Посмотрите, например, Украину, где Янукович, который воровал шапки, который, ну, попросту говоря, был человеком без образования, там, таким мелким бандитом начала 90-х годов. Он, простите, стал губернатором Донецкой области, потом премьер-министром, потом президентом. Ну, такое возможно теоретически, когда, извините, кандидатом от власти становится не, например, интеллигент Сергей Тигибко из Днепропетровска, ныне Днепра, а, например, Виктор Янукович из Донецка, настоящий жлоб. Ну, это старая история. Еще в Древней Греции было обнаружено, что граждане избирают не лучших из своих рядов, а точно таких же. То, что Донецкая область избрала Януковича, ну, он понятный для тех, кто голосовал за него, и для предпринимателей, которые там занимались бизнесом. Вот. Но это скорее подтверждение вот этой истины, что лидер, он должен быть популистом, должен быть таким же, как люди, которые его избирают. А вы не считаете, что Пригожин, он по большому счету, ну, отражает в какой-то степени настроение большинства россиян? Он в себе совмещает, с одной стороны, националиста, имперца, да, человека, который, ну, скажем так, у которого есть такой кураж, пиратский кураж. Мне кажется вам, что это, в принципе, то, что нужно России вот на данный момент. Если там 20 лет назад, как Доренко говорил, был нужен брат-солдат, то есть Путин, сейчас нужен как раз такой Робин Гуд, пират, защитник интересов населения против элиты. Ну, много правды в том, что вы говорите, тем более, что последние исследования показали, что граждане России готовы поддержать Пригожина на пост президента. И в этой виртуальной президентской гонке
Пригожин обогнал даже продвигаемого теми же спецслужбами Навального. Вот сегодня граждане России хотят Пригожина даже больше, чем Навального. Вот. Это интересная закономерность, но это не значит, что Пригожин способен конвертировать вот этот рейтинг в какие-то конкретные дела, конкретные позиции. Он очень легковесен, очень поверхностен, Пригожин. Не думаю, что у него есть какие-то шансы. Тем более, что когда он вдруг, если он будет так неосторожен, заявит о своих президентских или политических... Знаете, раньше как-то было принято вот в России наблюдать, как все повально извинялись перед Кадыровым. Вот чуть что-то сказали, все, бежали извиняться перед Кадыровым, потому что боялись ответки, которая прилетит из Чечни. Мы помним вот эти вот записи, которые извинялись и так далее. Сейчас вы видели эту историю, когда коммунисты буквально открестились от своего же депутата, который там что-то сказал про ЧВК «Вагнер», кстати, военный генерал, там Соболев, как зовут этого чмошника, я не помню. Вот, ну, мы раньше такого не видели, извините, это парламентская партия, это люди, которые сидят уже десятилетиями в Думе и не боятся Пригожина. Нет, они не боятся Пригожина. Они не хотят участвовать в этой борьбе Пригожина с Шойгу, с Путиным, не хотят раскручивать Пригожина. Понимаете, все заявления с оценками Пригожина – это раскрутка Пригожина, раскрутка. Мы с вами сейчас именно этим и занимаемся. Мы с вами анализируем мнения, позиции, заявления совершенной пустышки этого Евгения Пригожина, у которого нет даже достаточно ума, чтобы правильно сформулировать это. Понимаете, человека мы с вами уже обсудили, очень закомплексованного, очень психически, неадекватного иногда. Вот, и тратить время на участие в этой борьбе коммунисты просто не хотят. Я не думаю, что кто-то боится Пригожина. Вот, тем более, что Пригожин относится к тем, кто серьезно управляем. Там ниточки от там, рук, слов, языка Пригожина, они тянутся в сторону. Эти ниточки иногда заметны. Вы понимаете, он не самостоятельная фигура. Вот, и я думаю, что это другая история. Это история о том, что коммунисты не хотят участвовать в этой вот политической борьбе, якобы политической борьбы. Это не политическая борьба, это тоже имитация политической борьбы. Какой-то генерал не очень хорошо, бывший генерал, не очень хорошо разбирающийся в политике, начал комментировать Пригожина, но его просто остановили. И аналогии с Рамзаном Кадыровым здесь очень мало. Кадыров очень мстительный, и, насколько я знаю, в нескольких случаях он своих боевиков просто посылал шантажировать людей, делавших заявления против него. А Пригожин не настолько серьезная фигура. Константин Иванович, вот еще один, скажем, пример из недавней истории. Геннадий Кернес в Харькове. Если Януковича можно сказать, ну ладно, да, зэк, ладно, бандит, но его выбирали как представителя некой идеологии, которая существовала в Украине до аннексии Крыма, то Геннадий Кернес, простите, человек с криминальным прошлым, это все, по-моему, знают, стал мэром интеллигентного города Харьков, и, извините, на заседаниях исполкома чиновникам говорил, что он их помножит на ноль. И оскорблял, и так далее, и так далее. Вот вам пример, пожалуйста, когда человек, который прошел, примерно ту же школу, что и Пригожин, стал мэром интеллигентного Харькова. С чего вы взяли, что интеллигентная там Москва, либо интеллигентный Петербург, да, не проголосуют за Пригожина? Во-первых, в Украине тогда была все-таки свободная атмосфера и действительно выборы.
на который можно было влиять административным ресурсом, деньгами, рекламой. Вот. В Москве сегодня таких возможностей ни у Пригожина, ни у кого бы то ни было нету. Нету выборов. Нету возможности обращаться к аудитории, к избирателям. Решения о выборах, политических выборах принимаются совершенно другим способом. Это административные позиции, на которые назначают в России. Вот. А, Сравнивать две эти ситуации, я бы не стал. Это слишком много различий в них. Алексей Анатольевич, последний вопрос вам задам. Он касается все-таки восприятия Пригожина со стороны Запада. Вот очевидно, что Пригожин пытается послать некие месседжи. Ну, на мой взгляд, первый месседж – это я, в отличие от того старого дурака, я не идеологизирован, у меня нет всяких, представлений о единстве разных народов, да? Пригожин говорит, что Украина и Россия просто соседи. Второе, какая ядерная война? Э, да, могут подраться, да, но не ядерное оружие же применять. Мне кажется ли вам, что это такой некий посыл к Западу? Вот я, в отличие от того парня, не только моложе, но и просто более здравомыслящий. А то, что касается участия Пригожина в пропагандистской кампании, в том числе направленной на Запад. Исторически это первые проекты Пригожина, его «Фабрика троллей» в Питере, его а, значит, его, какие-то политические действия в Петербурге. Вот. А он на Запад транслирует установки, хорошо согласованные с общей пропагандистской кампанией России. У него нету собственных политических установок, пропагандистских установок, отличных от общей пропагандистской кампании. Здесь он выступает как проводник российской пропагандистской кампании, ничем не отличаясь от главных пропагандистов и главных пропагандистских установок. Вот. Считать, что, значит, у него есть особая позиция, особая роль в этой пропагандистской кампании, неправильно. Просто нету признаков этого никаких. Понимаете, как он начинал свою кампанию там в 2000 каком-то году, в начале карьеры Путина, так он ее и продолжает, просто составляющий элемент общей российской пропагандистской кампании, в которой участвуют экспертные группы, сильные, разные, в которой участвуют спецслужбы разные, конкурирующие друг с другом, между прочим. Вот. Но камертоном, так сказать, выступают главные пропагандистские установки, и его нынешние пропагандистские установки, направленные на Запад, мало чем отличаются от общей кампании. Ну что ж, друзья, сегодня у нас был Константин Ильич Боровой, известный общественный деятель, политик, предприниматель. Пожалуйста, подписывайтесь на канал Константина Ильича, на мой канал. Это на самом деле очень важно. Оставляйте лайки, комментарии. Это все двигает развитие этого контента. Спасибо большое, Константин Ильич, за это интервью. Спасибо.